Привет! Jeff. Go. Jeff. Go. Хей! Как погодка, красотки? Привет! Добро пожаловать на мой канал. Добро. Рада познакомиться. Если вдруг ты вообще не понимаешь, что здесь происходит и кто все эти люди на твоем экране, то уходи и не возвращайся, пока не посмотришь этот фильм. Шучу, ладно, сейчас я все объясню, оставайся. Скорее всего, многие узнали образ персонажа и сам фильм, потому что раз уж это видео попалось тебе, то, скорее всего, ты увлекаешься куклами, как и я, и смотрел это кино, главное кино про кукол из существующих, кроме разве что Чаки. Да-да, все правильно. Сегодня я в образе персонажа из фильма «Барби the Movie». В фильме этого персонажа феерически сыграла актриса Кэтрин Маккинон, а сегодня в роли странной Барби я, Альбина, и я рада приветствовать тебя на канале Бульбина Долл. Я ждала этого дня почти год. Вон как подготовилась. Кстати, ставь лайк за труды. Летом прошлого года вышел фильм «Барби the Movie». В августе Mattel анонсировали выход куклы «Странная Барби». Поскольку фильм мне безумно понравился, а персонаж странной Барби просто в самое сердечко, у меня не было сомнений, эта кукла мне надо. Я сразу же сделала первый предзаказ в своей жизни на Mattel Creations и долго и нудно ждала почти целый год. И вот, наконец-то, я держу ее в руках. Давайте дружно поприветствуем новенькую в коментарях. Привіт, я дивна Барбі, я вічно в шпагаті, у мене класна стрижка, я пахну підвалом. О, Господи! Кто же такая странная Барби? Впервые мы узнаем о ней в фильме из рассказа подруг главной героини Марго Робби, которые рекомендуют Барби стереотипной обратиться именно к странной Барби за помощью в решении очень серьезной проблемы. Де глянути? Со слов Греты Гервиг, режиссерки фильма «Барби the Movie», странная Барби – это олицетворение судьбы многих-многих кукол. Признавайся, тоже таким занимался в детстве? Проживает странная Барби в доме чудноты вместе с другими странными, по мнению общественности, куклами и по той же причине снятыми с производства почти сразу же после их выпуска. Такими как Magic Earring Ken, Sugar Daddy Ken, Growing Up Skipper, Teen Talk Barbie. Кстати, обзор на нее у меня есть на канале. В общем, странная Барби повидала жизнь и является чем-то вроде шамана, хранительницей скрытых странностей каждого. Странная Барби становится наставницей главной героини фильма. Она учит ее и зрителя не бояться быть другими и принимать себя со всеми своими странностями и причудами. Хороший урок, правда? Все, хватит нам болтать. Давайте возвращаться к главной звезде этого видео и моей прелести. Конечно же, первое, что бросается в глаза, это странная поза, в которой кукла располагается в коробке. Таким образом, Mattel подчеркнули главную особенность странной Барби. В фильме она очень необычно передвигается, переваливается и постоянно падает на шпагат. Вона така дивна. Чому вона вічно у шпагаті? Это отсылка к разболтанным шарнирам у реальных кукол в результате многочисленных игр. Я надеюсь, Mattel не расшатывали моей кукле шарниры для пущего эффекта. Хоть я и сегодня в образе странной Барби, но я на шпагат садиться не умею, но зато лячо могу. А обратно как? Так вот, коробка совершенно стандартная, как у всех кукол, выпущенных по фильму. Кроме разве что Кена в шубе, у него своя, черная, прикольная. Цей твій Кен такий засмаглий, накачаний, прилизаний хлоп. Як скажете? Цікаво, що за бугорок він ховає під тими джинсами. На самом деле меня это немного огорчает, потому что
такая странная кукла заслуживает какую-то уникальную, необычную коробку, мне кажется. Тем более, это эксклюзивная коллекционка. Их было выпущено ровно столько, сколько было сделано предзаказов. Коробка ярко-малинового цвета. Спереди надпись «Барби The Movie», логотип фильма. Звездочки, радуги, эмблемка Барби в сердечке. По бокам дом мечты Барби, опять логотипы. Спереди также значок Mattel. Сзади коробки крупная фотография дома мечты Барби. Год выпуска указан 24-й. Сделано в Индонезии. И под логотипом фильма надпись «Приветствие из Барби-ленда. Желаем, чтобы каждый день был лучшим днем», грубо говоря. Ну и вот настал момент, которого я так ждала почти год. Выпускаем куклу на волю. Итак, распаковываем. Кстати, хоть я и сказала, что коробка самая стандартная, для меня она совершенно новая. По фильму у меня нет кукол, только разве что машинка из фильма. То будем смотреть, как она тут открывается. Так. Кстати, пока я тут колупаюсь, хотела вам рассказать, что фильм «Барби» я просто обожаю. Я его пересмотрела, наверное, раз 5. Да, я со своими большими странностями. И, в общем-то, я кайфую. Конечно, пока кукла ко мне ехала, я успевала перегореть к фильму и к персонажу, загореться заново, но сейчас я просто испытываю дичайший трепет. Я дождалась. Я ни одну куклу еще не ждала так долго. Так, открыли коробочку. Я не вижу подставки. Если ее нет в комплекте, я просто охуею. Задник. Подставки что, реально нет? Вообще-то было написано, что подставка идет в комплекте. Я не поняла. Ладно. Симпатичный задник. Такой, может служить небольшим фотофоном. Сзади прикреплен сертификат. Сейчас мы его посмотрим. Так, открепляем сертификатик. Он на скотче. Как всегда, это хлипенькая бумажечка. Кстати, кукла черного лейбла. И указание о том, что над ней работала коллаборация многих дизайнеров и художников. Ну, в общем, вот такой он какой-то. Сзади достаточно мало креплений. Сейчас мы ее быстренько распакуем. Ага, а вот она и подставка. Фух, я уже испугалась. Розовая, малиновая, такая странная. Так. Как всегда, кукла на таких стяжках силиконовых. Раскрываем это все быстренько. Мне уже не терпится, мне просто не терпится ее пощупать, помацать, погнуть, в шпагат посадить. Хотя она и так почти в нем. Угу. Голова, как всегда, приделана. Как я не люблю эти впаянные в голову штуки. Все, я отрезала эти пипсдыки. Остались последние штрихи. Какая-то балерина здесь была упакована, по-моему. Но с освобождением куклу нашу. Странная штука. Какой-то флажочек. Подставочка самая простая. Пластик малиновый. Сливается с моей одеждой. И какая-то она низковатая. Мне кажется, у луксов, например, повыше подставка и покрупнее сам стенд. Ну что ж, рассматриваем саму куколку. Проверяем шарниры. Все пока тугенько опустилось. Сейчас я вам ее в порядок приведу. Боже, какая она классная. Мне она нравится. Она такая, как пироженка какая-то. Розовая, пушистая и милая. Ну, конечно, сразу, что мы видим, это прическа совершенно не похожа на ту, которую в фильме. У меня и то больше похожа. Красивенькая я сегодня. Прическа залаченная в усмерть. Я не понимаю, зачем было зачесывать эти прядочки. Она же не так совершенно выглядит. У нее имитация обстриженных вот таких лохматых волос. И, кстати, на промо-фото у нее была такая прическа, как у меня и как у персонажа в фильме. Я не знаю, почему они сделали так, но хотя бы прокрасили ей пряди голубым и розовым. Прическу 100% буду как-то переукладывать. Возможно, прям в лаке получится ее распушить, но не знаю, посмотрим. Залаченная
посильнее, чем Кен с прошлого обзора. Да уж, мне нужен будет какой-то гель, наверное, для волос. Придется ее вымывать, а потом самой все это гелем, каким-то лаком ставить. Ладно, ну пока оставляем как есть. Рассмотрим поближе лицо. Сделана она на молде «Карнавал». Очень жаль, что не портретка по персонажу из фильма, но в принципе она мне нравится и так. На молде «Карнавал» это у меня всего лишь вторая кукла. Не скажу, что этот молд мне сильно нравится. На нем у меня только фэшенка Светилига, афроамериканка. Серые глаза, черная подводка. Хотелось бы, конечно, подпивку. Хотелось бы пожирнее, чтобы веки были накрашены, как у героини из фильма. Коричневые брови. Кстати, а у героини фильма их почти нет. Ну, а тут зато мы с ней будем похожи. У меня есть брови, я не сбривала. Прорисованы светло-коричневые реснички. И как бы выделено веко полоской. Розовая помада, даже такая коралловая слегка. Каракули на лице, все как в фильме. Это очень здорово. Черным обведен глаз правый. Розово-голубое на лбу. Кстати, у меня вообще там видно это все. Я старалась, я художник. Одежда ровно такая же, как была на персонаже фильма. Платье солнышком с рукавами-фонариками, малинового цвета. Сбоку будто бы наляпаны пятна краски, каракули. Всякое такое максимально нелепое и не сочетающиеся цвета между собой. Под платьем розовые лосины. На ногах офигенные сапоги желтого цвета, имитация змеиной кожи. Что ж, давайте ее раздевать. Итак, начнем с сапог. Сначала снимаем сапоги. Выполнены они из кожзама, как мне кажется, на пластмассовом каблуке, танкетке желтого цвета. Они очень симпатичные. Я думаю, их можно очень красиво вписать в какой-нибудь такой экстравагантный образ. Черное платье, например, и вот такие яркие сапоги. Мне кажется, это может выглядеть очень симпатично. Они мне точно нравятся. Снялись они очень легко. Интересно, как они будут натягиваться обратно, но это мы проверим потом. Платье из такой шуршащей ткани. Если бы я разбиралась, я бы сказала, что это за материал, конечно. В общем, такая шуршалка. Очень хорошо держит форму. Платье сзади на 3 кнопках. Тык, тык, тык. А ниже оно, кстати, зачем-то сшито ниткой. Интересно, не помешает ли это его снять? Из-за того, что там оно схвачено ниткой, оно крайне тяжело снимается с груди. Мне кажется, сейчас эта нитка распорится, пока я буду снимать. Да, оно таки распоролось в том месте, где было прихвачено ниткой. Но я думаю, это хорошо. Потому что зачем это вообще было делать? Лучше бы еще одну кнопку добавили и не выпендривались. А вот он и главный сюрприз, по крайней мере для меня. Под основным платьем у нас вот такое тоже как бы платьечко. Фатин для того, чтобы это платье держало форму. Зачем-то топ к нему пришит. Но, между прочим, это максимально неожиданно. Я не знала, я думала, у нее одинарное платье и все. Сзади это платье на липучке. Топ розового цвета, фатин светло-светло-розовый сверху, а нижняя часть такого оранжевого цвета. И все это прострочено малиновой ниткой. Странный элемент одежды, не представляю, куда его можно использовать еще, но прикольно, что не только одно платье, хоть как-то заморочились, что-то сделали. Розовые лосины крайне странные. Они сейчас выглядят, будто бы у них уже растянута резинка на поясе. Материал на ощупь синтетика, стрейчевая. Неприятненький такой материал, я бы такие лосины не носила. И зачем-то они были приклеены к ноге. Тело стандартное МТМ, 22 точки артикуляции. У нее достаточно необычный скинтон. Жаль, у меня с собой сейчас практически нет моих кукол. Я не могу сравнить ни с теннисисткой, ни с кем. Желтоватый подтон есть у этой куклы. И знаете, мне кажется, ее скинтон может подойти и русалке Карине. Угу. Но это получается какой-то слишком дорогой донор.
Странная Барби обошлась мне в $50 по предзаказу, без учета доставки. Молдированные трусы с надписью Барби и какими-то полосочками, типа они, наверное, кружевные какие-то, простроченные. На ногах вот эти вот липкие штуки нужно будет отмывать. Ну, в общем, самое стандартное МТМ тело. Кстати, остальные куклы из фильма сделаны на телах с ограниченной подвижностью, то есть шарниры только в руках, в локтях и в коленях. Слава богу, странную Барби сделали на ультрашарнирном теле, ведь, блин, ей нужно принимать необычные позы. Ну, в общем-то, мы рассмотрели все ее детали, коих немного, подставка, сертификат, двуслойная одежда, интересная обувь. Вот такая вот странная, необычная кукла пополнила мою коллекцию, долгожданная. Так долго я еще ни одну куклу не ждала уж точно. Она мне очень нравится. Хочется теперь пересмотреть фильм, чтобы опять вспомнить, пережить все эти эмоции. Память у меня херовая, поэтому каждый раз я смотрю все фильмы как в первый. Обязательно переделаю ей прическу, и она займет почетное место в коллекции. Конечно, могу сказать, что мне кажется, она немного переоценена в плане цены. Цена завышена. Непонятно, почему $50, ведь по факту молд старый карнавал, не какой-то новый портретный. Тело самое обычное, стандартное МТМ. Подставка самая простая, как у луксов. Непонятно, от чего такая цена, хотя понятно. Только потому, что это эксклюзивка. И все. Кукла классная, я дождалась, я рада. Спасибо за просмотр. Традиционно ставьте лайки, если было интересно. Если не понравилось, ставьте дизлайк, так и быть. Очень прошу писать комментарии. Как вам мой образ? Как вам кукла? Хотели бы себе такую? Похожа ли она на персонажа из фильма? Кстати, хочу подметить еще одну вещь. Согласно аналитике Ютуба, 95% зрителей смотрят меня без подписки. Ну, вы это сами можете увидеть, собственно, сколько просмотров и сколько подписчиков. Но как бы я ни на что не намекаю, но намекаю, если ты тут новенький, а ну быстренько нажал подписаться. Еще раз всем огромное спасибо, хорошего настроения. А с вами были две странные Барби на канале Бульбина Долл. Всем пока! Бувай. Ну? Что выберешь? Можешь посмотреть мое предыдущее видео, а можешь подписаться на меня сразу. М?